Уважаемые зрители, в этой серии я хочу показать и рассказать вам, как мы освободили одну животноводческую ферму от засилья волков. Волки начали терроризировать эту ферму с июня месяца и до глубокой осени. Слава богу, охотничий сезон начался, и мы начали работать. Самое главное, работа есть, зверь приваду посещает. Около 3 пришли волки. Бегают вокруг меня. А я в своей тряпчаной засидке. Стая волков пришла на приваду. С ними вожак с высокозадранным хвостом. А теперь посмотрите, как это было. Приятного вам просмотра. Что случилось тут? Здравствуйте, Юрий. Здрасте. Да случилось, и есть что показать. Ну, рассказывай. Вот заходили к нам 3 гостя. Походили по всей ферме. По дорогам, прям под видеонаблюдением. По видеонаблюдению. Как у себя дома. В 10 метрах стоит и смотрит на телочку. Вот бас недалеко здесь. Прям на телочку стоит, смотрит. Ну не решился. Видимо, или сторож уже начал выходить. Ну, или тарахтеть, что. да. Он у нас ходит, пила у него. Вот он ею тарахтит, скажем так. И, видимо, прогнал их. Так ты решил за фермой тут устроить? Да, чтобы, скажем так, отвлечь внимание от фермы. Вот я многим советую тоже вот фермерское хозяйство, где вот такие вот потравы, будем так говорить, где вот наносят ущерб. Я говорю, вы отвлеките от фермы внимание, вот это что не задавили, оттащите за территорию, пусть они там ее едят, не лезут на территорию. А там уже моя задача, я их где-то перехвачу, там, правильно ты говоришь? Это верно, да, это верно. Организовали небольшую приваду, ну так получилось, ну все-таки надо сохранять животных. В любом случае приняли решение отвести их в сторону. Раз пришли, второй раз, значит придут и 3-й раз. 2 года назад, я, когда еще ты тут не работал, меня хлопцы пригласили, тоже зашли, порезали так, они меня стянули, вот именно вот в это место. На телефоне остался этот фильм. Посмотри, какая красота. Вот она пришла, видишь? Она сразу выльнула, а потом пошла до этих баранов. И вот я ее накрыл. Так ну, хороший выстрел. Вот она, волчица. Место нормальное ты выбрал, зверь сюда придет. Погода их не было вообще. То есть разорил тогда гнездо, видать, хозяйку убрал. Да, и вот ее не было. Вот их вообще здесь не было. Вообще. Я удивился, что ты вот позвонил, что-то появилось. Да, видать? я сам удивился, что здесь, на Кубани, вроде бы такая местность, а они тут вот хозяйничают. Ну, я уже посмотрел эти самые фотоловушки твои. Вот самое главное, я вчера приехал, тебя не было, я приехал, свою поставил. Но мои ничего не поймали. Тут, наверное, какая-то цикличность или еще что. Мои фотоловушки ничего не поймали. Ну, факт в том, что... Она твоя вот сохраненная где-то вот еще была в конце октября, еще я смотрю. 3. Также 3 приходило. Трое летом ходило, ну в смысле ранней осенью, месяц-полтора назад. Да. И сейчас 3. То есть что это за семейка такая? Или волчица своих прошлогодних водит, или этого года, как думаешь? Ну все взрослые. Можно и так думать. Все большие. Можно, да, и можно думать и о генетической памяти животных. Ведь здесь раньше, я так понимаю... Здесь был скотомогильник. Да, был скотомогильник. Все-таки какая-то память есть у животных. Конечно. Вот здесь я смотрю, черепа по камышам валяются. Да, уже такие старые. Очень устаревшие, давно лежат. Вот, это да. Поэтому все нормально. Ну что сейчас? Сейчас составляем фотоловушки и наблюдаем. Если что-то появится, свести. В общем, дай бог. Все, очередь дошла до твоей фермы. Сегодня 8-й день после прихода волков. По моим наблюдениям, они приходят 8-й, 9-й, 10-й и может даже 11-й день. То есть, если не сегодня, то 3 дня придется мне сидеть. Так, опускаем флешечку. Ну, вот приходил шакал. Уже хорошо. Курточку положим в рабочее состояние, чтобы сразу можно было ее и одеть. Если подмерзать начнешь,
Вот. Так, карабин сюда. Палочка сюда, под руку. Вот так. И накрываемся. Вот так вот. И удобно. И хорошо. И не продувается. И не продувается. И сидишь 15 часов почти здесь. Ветер, правда, сегодня плоховат. От меня дует прямо туда. Ну, я думаю, что запах фермы, запах человека, он как раз дует тоже оттуда. Может и смешается, а может быть и помешает. Вот так просидел всю ночь. Практически до 5:30. Волки так и не появились. Приходил сначала один шакал, пошатался, увидел меня, смотался. Потом по времени волка в 4 часа 15 минут, 18 минут пришло 2 шакала. Подошли прям вплотную ко мне. Скорее всего, увидели меня или услышали, ветер прям на них был. Тоже ушли. Но волков в эту ночь не было. Значит, приедем на следующую ночь. Второй раз еду на этого волка. Может быть, сегодня повезет. Сегодня как раз после 9 вечера обещают до самого утра дождь. В прошлый раз он приходил по дождю. Вернее, эти троица волков приходила по дождю. Может быть, сегодня по дождю мне и повезет. В общем, постараюсь их подстрелить. Вторая попытка. Но у меня еще завтрашний день есть. Потому что вот эти 3 дня, по моим расчетам, в это время они должны прийти на приват. Посмотрим. Дождь идет вовсю. Ну, пока волков нет, пришло 2 шакала. Погуляла. Я их на мушке подержал. Мог одним выстрелом 2 сбить, но не стал. Жду волков. Цель у нас волки, но не шакалы. Время 4:30. Волчков нет, только один дождь. Без 15:04 приходило 2 шакала, я их отпустил с миром. Жду волков. До 5 досижу, поеду домой. Днем заехал на бойню и целое корыто набрал всяческих воинских отходов. Здесь и шкура с головы, и кишочки, и все прочее. Вот, привез сюда, высыпал их, чтобы если стая придет волков, каждый себе кусочек взял, оттащил в сторонку и спокойно ел. Вот, ну а вечерком я подъеду к этому делу. Природу не обманешь, а график или охотничьего маршрута, или график посещения фермы у волков не меняется. Поэтому надо ехать, обязательно ехать и смотреть. Приехал на ферму. Вот такое вот у него хозяйство. Но тут уже по этим дорогам, говорит, ходили волки. Еще одну фотоловушку поставим на входных тропах на ферму. Отсюда волки приходили в прошлый раз. Погода такая же пасмурная. Я думаю, что они сегодня и появятся. Волк не шутка. Это не заяц. И даже не лиса. Вот так вот. Вымащиваемся. Вот так вот. Сидеть придется долго, зато какой прекрасный вид у меня открывается. Вот так с моей засидки выглядит привада. 80 метров, отлично. Отличная видимость, стрельба. Около 3 пришли волки. Сижу в своей засидке. А вокруг одни волки. Даже не по себе становится. Многие спрашивали в комментариях на прошлом фильме про засидку и куда я деваю шкуры. Запишу отдельное познавательное видео про это. Заходите к нам в Telegram, там выложим. Пришла стая.
из 6 волков расположились прямо передо мной в 80 метрах. С ними вожак с высоко задранным хвостом, который контролирует все поведение всех подчиненных животных. Где-то кому-то даст трепки, где-то кому-то подскажет, где-то разделит их, где-то разбаранит. Вот, явно контролирует ситуацию. Он ходит, метит всю территорию. Где-то надо лапами скребет, то есть он замечает это все дело, засталбливает все участок, чтобы ни шакалы, ни волки сюда больше не приходили. А другие волки, потому что шакал услышит запах, он уйдет обязательно отсюда. Вот. Я решил не стрелять, а просто понаблюдать за стаей. Хотя в моей брезентовой засидке не очень-то это было и приятно. Кормились где-то в течение получаса и потихоньку начинают расходиться. Вот он, вожак стаи, прошел мимо меня буквально в 50 метрах. Я еле-еле сдержался, чтобы его не стрельнуть. Ну, слава богу, ушли. Сегодня у меня победил оператор, но не охотник. Вы зададите вопрос, почему не стрелял. Во-первых, стая 6 голов. Сейчас один раз стрельнешь, вот, и она разбежится. Попадешь, не попадешь, неизвестно. Лучше бы они приходили поодиночке, которых можно было спокойно добывать. Поэтому сегодня я снимал, а на следующий приход волков буду их потихоньку отстреливать. Я думаю, что вожак пришел, показал своим членам семьи, где можно поживиться, и увел стаю. Ну, все, стая расходится, слава богу, выдержал. Сейчас фотоловушечку посмотрю, поставлю другую и будем работать всю ночь. Погода мерзкая, но мою вчерашнюю подкормку всю сожрали. Вот, фотоловушка показала, что приходил и молодой, и самое главное, тот вожак приходил. То есть, я думаю, что хватит уже съемок. Вы все прекрасно видели и стаю, и чем она занимается, кто у нее вожак, какие роли распределены. Теперь надо просто стрелять. Все, шутки кончились, съемки кончились. Пора подумать и об охоте. Все, сегодня стреляю. Хоть и погода мерзкая, но постараюсь хоть что-нибудь подстрелить. Но начинать нужно с вожака, а потом потихоньку всех и остальных выбрать. Здесь мой сектор обстрела. Пришло 2 шакала, но обнюхали все, к приваде побоялись. Подходить, видимо, волка услышали. И прямиком двинулись прямо ко мне. Обошли вокруг меня, слава богу, не услышали. Значит, и волк меня не услышит. Отлично, жду волка. А вот и он, волчок. Стрелял по волку, но он быстро после выстрела махнул в камыш. Попадание явно по месту, скорее всего, он там и лежит. Ну, ночью лазить не буду, а на завтра приглашу Володю, наверное, с собачкой, со своей, с Курсхаром. Попробуем поискать. Видимо, махнул туда, откуда пришел. Володь, что я тебя вызвал? Вот это привада стрелял ночью волка. Ага. Вот. И он прямо от привады после выстрела сразу махнул камыш. Но я не стал лазить, думаю, может собака твоя поможет. Я думаю, что да, все равно как-то обозначит нам. Ну вот это вроде тропинка, ну пусти по тропинке ее. Может что-то самое. Но он не должен далеко уйти. Пойди ко мне. Вот сюда пусти, вот вроде тропинка. Ну, она не зря, пусть ищет, не трогай, пусть ищет. Может туда. Что-то она остановила. Вернулась. Там? А ну иди посмотри. Я не ходил. Пойди ко мне. А ну подожди, не лезь. Зарядись. Ты зарядился? Да. Вообще-то, если был бы живой, она обозначилась. Кричи, если что. Сам не иди впереди собаки. Пусть собака впереди идет. Пусть собака никогда. Вон он лежит. Ты видишь его? Да. Она вернулась, видите,
Сколько? Вот метров 20 прошел, да? Ну так и есть по месту стрелянный. Далеко не ушел. Далеко он и не должен был далеко идти. Но я почему тебя и вызвал, потому что кто его знает, как она. Ну тут тропа. Ну видишь, дождь был после этого. Ни крови, ничего я не вижу. Ни на приваде, ничего. Что там, ну-ка смотри. Неужели, блядь, лежит? Да ты что, елки знаю. Ух ты. Ну вот он и прошел. А ну посмотри, какой взрослый, нет? Молодой. Молодой. Руки маленькие. Это молодой. Прошлогодний, наверное, самый старший, это если прошлогодний, переярок. Сейчас, скорее всего, переярки самостоятельные ходят, не в стае. С бельмом на глазу. Ты понял? Это, вот это, что я стаю снимал, 6 голов, Ага. то стая, там с молодыми он ходил. Вот. А здесь вот это переярки, которые ходят отдельно. Он их отогнал Ага. и водит свою молодежь, вот этот вожак. Натаскивает. Да. Ну, видишь, одного уже нет. А может, тогда как раз была, когда я был, Угу. и встреча их была. Потому что я видел, там один подошел и лег на спину перед ним, заискивает, понимаешь? Ну, то есть прощения просит. Перед или старшаком. перед старшаком, понимаешь? Красавчик. Ну, вот, наверное, это один из тех. То есть это первый, да, Володь? Да, это -1. -1. 5-1. Да. Сколько, килограмм 30 будет? Вот такой, да. 30. 32. Да, 30-32 где-то будет. Ну, ты ж баранов взвешиваешь, ты знаешь. Вес хороший. Ну, а ты говоришь, молодой. Какой там хрен молодой? Это прошлогодний, это переярок. Володя, ну ты видишь, это уже первый твой, так Да? сказать, который у тебя тут по ферме ходил пешком, елки Шкодничали. Ну, я думаю, нормальный, достойный трофей. Хорошо, что ты тогда барана притащил. Да, у нас как раз получилось. Барана нормально. притащил, да, понимаешь ты. И удержали мы. И удержали. И вот он пришел на барана, первый. Прекрасно. Дай бог сейчас... Поздравляю вас с полем. Дай бог, -1. Да, -1. Дай бог, чтобы этот баран продержался. Через пару дней я приеду тогда. Я думаю, да. Что-нибудь Посмотрим, придумаем. да. Может быть так вот и начало положено. Ну, интересуется, видишь, все равно. Ну хорошо, она пусть запоминает этот запах, елки. Хороший. Но хозяин доволен, конечно, показал Волжке. Ну я почему тебя и вызвал? Я не хотел лезть в камыш. Радует Кто его собачка. знает? Ты же сказал, желательно, чтобы собачку притравить. елки. Собачки 3-й год. Молодец. Радует. Ну отлично, отлично. Прошло 2 дня после добычи первого волка. Ну я чувствую, что стая поработала. Вот, и этого барана, который, так сказать, был начат первым волком, закончили, одни ребра торчат. Поэтому, может быть, я даже и опоздал. Ну, сейчас попробую посидеть. Может, что-то и получится. Фермерские собаки лают, но они не мешают волкам делать свое дело. А мы работаем дальше. Пока волки у меня едят. 5-1. Пока сейчас такой расклад. Было 6 волков, одного забрали. Осталось 5. Не каждый может показать зверя. Каждый может хлопнуть, распугать там. Ну, добыл бы я еще одного там. Ну и что? А увидеть именно красоту, отношения животных, это не каждому дано. И я это вам предоставим. Шакал. Близко не подходит, боится. А вот и волчок. Вот он и волчок. Хороший. Хороший. Ой, красавчик, красавчик. Это я понимаю, есть один. Вернее, это уже второй. Первого 2 дня назад положил. Красавчик, видишь, килограмм 35-то точно будет. И вон это ваша барашка, видишь, которая этот самый, который он сюда оттащил, оттуда с привада, видишь. Далеко его достал, ты видишь? Вот место попадания как раз. Там, где надо. Туда, куда целился.
Ну, Отлично. хороший. Пушистый уже, ты видишь, уже хороший. Такие бегут, как это, помнишь, друг ты манчи? Фильм про снегу. Да. А Яврик или как он там? Да, про Яврик. То есть стаю разбил уже, ты же понимаешь, ты другими словами. Всё, да. Теперь их поодиночке легче будет. Это уже второй. Ты видишь, вот барашка ваша фермерская. Вот сюда он ее притащил, далеко притащил. Привада вон аж где-то, видите, далеко. Да, я вижу. Это оттуда он ее и притащил. Вот хорошо, Коля, что ты подошел, елки зеленые. Я бы сам бы его не дотащил, елки зеленые. Молодец, спасибо большое. Волк когда был вчера, он лежит, я его до утра не беру, решил подержать. Может еще что-то пришло, так и случилось. Волка стрелял, если ночью, в 3 часа. Вот. А этот вошел, волк прибежал 5 минут 8, то есть практически под утро. И вокруг этого волка бегает, ну как бы крутится вокруг него. Я подвожу, вроде подвел, но выстрелил, но промазал. Ну а как вы думаете, если всю ночь сидеть, 15 часов сидеть, и в тепловизионную гляделку глядеть через каждые 2 минуты, глаза уже устали. Вот. Я и так в теплогляделку смотрю левым глазом, а в прицел тоже тепловизионный смотрю правым глазом. Вот, ну промазал, бывает такой случай. Никому не говорил, а вот вам сознаюсь, потому что как бы и такое бывает на охоте. От такой нагрузки случился промах. Прошли сутки после второй добычи волка. Вот сейчас на ферме взял мертворожденного телка. Поеду подкормлю, потому что они там уже все сожрали, ничего не осталось. Ну, фотоловушку оставил, сейчас посмотрю. Все равно телка везу, посмотрю, если что-то ходило, значит буду садиться в засидку. Так, отключим. Так, это вытащим. Да, фотоловушка Балливер работает. И работает хорошо. Ну, подвязал телка. Пусть он тут находится. А я поеду посмотрю фотоловушку. Фотоловушка ничего не показала, зверя не было. Ну, как я и думал, прогноз очень осторожный. Что-нибудь будет или нет, посмотрим. Ну, я думаю, все равно это лучше, чем дома на диване сидеть. Вот такой прекрасный вид у меня с засидки. Вот это белеет, это телок. Ну, дай бог, чтобы на него какая-то замануха пошла, потому что фотоловушка ничего не показала. Скорее всего, боялись моих позавчерашних, вернее, выстрелов. Ну, дай бог, может быть, голод не тетка, и они придут. За время охоты на засидках я выявил такую закономерность. Если заяц появился на приваде, то ни волка, ни шакала уже не жди. Вот и все. Досидел до 7 утра, волков нет. Как я и боялся, так и получилось. Волки не пришли. Один заяц пришел, помаячил и ушел. Так что надо наблюдать дальше. Или искать их в другом месте. Собираюсь домой. 7 часов утра. Да, а вам слабо 14 часов просидеть в засидке, не шевелясь? Вот за этих барашков волки сюда и ходят. Какая красота. Это их перегоняют в сухой теплый корпус. Зима началась, сегодня 1 декабря, холодно. А овец перегоняют в теплый корпус с базов. Ночевцы будут поближе ко мне, и больше шансов, что волки придут к ним. И я их где-то здесь буду перехватывать. Отлично. О, последний идет. Курдючный, наверное. Жирный. Да, 2 последних кубика идут. Загоняем.
Братан, да, кордюк хороший, жирный, отлично. Приехал на свое место охотничье. Ну, телка не трогают пока. Что, хотя волчок показал на той фотоловушке, что он приходил ночью, где-то в 4 утра. Вот, приходил ночью, посмотрел и пришел. Поэтому сегодня я привез им говядинки. Вот, с душком. Мясца разбросал для заманухи. Вот. И сегодня вечером приеду, посижу. Вот так я волков кормлю. Говядиной. Сам бы ел. Это ловушку поставил. Пусть наблюдает. А мы поехали. Вот так с моей засидки выглядит привада. 80 метров, отлично. Отличная видимость, стрельба. Так что будем пробовать. Один готов. Всю ночь просидел. Один волчок пришел и все. Тот, который захотел говядинки этой. Посмотрим, где он. Вот он. Красавчик. Есть волчочек. Отлично. Хороший волчок. Третий. Это уже третий. Да, разбил семью. Вот из 6 3 уже ушло. В пользу телезрителей, так сказать. Осталось 3. Я думаю, если я эту функцию выполню, то уже хорошо. Уже ферму я сохранил. Они уже сюда будут бояться ходить. Вот, уже хорошо. Уже помощь реальная. Володя, ветврач с фермы, отзвонился. Говорит, что приходили вчера гости. Ну, несколько волков. Как бы все следами он вытоптано, все, но он вчера еще добавил туда барашку, вот, на приваду. Поэтому она там запахи все, какие нужно, отдала. Вот сегодня я еду посмотреть. Ну, фотоловушка стоит. Если волки были, она их обязательно поймает. Ну, здесь как на настоящей, так сказать, приваде. Баран. Барана уже кто-то ел. Ночь прошла, вот уже кто-то его ел. Все, включаем. Все 3 на месте. И вожак с ними. Можно продолжать охоту. Самое главное, работа есть. Зверь приваду посещает. А то, что сидеть всю ночь, это ж такая уже моя, так сказать, участь. Солнышко садится. Пора и мне маститься в своей засидке. Хорошо вот так вот проводить солнышко, а утром его встретить. А что нам еще охотникам делать? Только таким образом мы живем.
Вот с видом на приваду и будем садиться. Вот таким образом накрываемся и ждем. Эта засидка меня выручает здесь хорошо. Хотя когда пришла стая волков, я себя не совсем ловко чувствовал в этой засидке, потому что немцы вокруг меня, как говорится, хоть вызывай огонь на себя. Волчок пришел и жрет привату. Озирается, чувствует что-то. Стрелял волка. Но первым, наверное, промазал. А вторым четко посередке попал. Где-то убежал сзади туда за ферму. Сейчас пойду искать на поле. Может, мне и повезет. Но не должен далеко уйти. Метров 100, а может и больше прошел. Сейчас заберу. Красавчик. Слава богу, нашел. 4-й из стаи. Вот так вот. Володя с фермы позвонил. Он туда подложил второго барана. Но вот сегодня ночью кто-то приходил, растянули баранов, начали жрать. Он фотоловушку не смотрел, но пригласил меня посидеть. Ну, погоды нет, дождь такой идет. Хлыщет, не знаю. Ну, в принципе, не погода, она для волка самое то, потому что все вот файлы по фотоловушкам по непогоде, именно по дождю приходила стая и приходил одиночка именно в 6 утра, начало 7 и почти до 7 он там питался. Вот я принял решение зайти, так сказать, на всеношную. Так, ну что здесь у нас? Фотоловушка стоит. Ну, а здесь как бы нормальная рабочая обстановка. Одного барана доедают, а второй баран тоже уже сожранный. Ну, на сегодня хватит. Сейчас посмотрю фотоловушку. Вот, и буду знать, с кем мне иметь дело. Ну что, результат налицо. Приходил шакал одиночка, жрал спокойно. Прошел в 3 часа и до 3:30, до 4 жрал. Потом его кто-то напугал. Он сбежал. И в 5 часов пришел волк, одинокий, хороший, крупный. И до 5:54 спокойно ел. Вот это вот барана и практически закончил. Ну хорошо, дождь кончился, сыро, правда, но сверху не капает. Должны быть и съемки хорошие. И после как дождя обычно зверь начинает ходить. То червяков подбирать по дорогам, то еще что-то. Но я думаю, что все будет нормально. Шакал на разведку пришел. Но он нам не нужен. Нужен волчок. Вкусная баранинка. Жрет и боится всего. Ведет себя как вор. Озирается. Иди уже.
А вот и волчок пришел к своему баранчику. Точно по расписанию. Есть. Ну все, время 5:30. Можно ехать домой. Этот одиночка пришел. Больше ждать некого. Берем. Посмотрим, что тут у нас. Ой, красота. Да это же волчица. 5-я на этом месте. Практически всю стаю извел. Нормальная добыча. Ладно. Потащили в машину. Хорошо. Вот так ковалась победа. Почти всю ночь досидел и добыл. Саша Лапутин из Хабаровска прислал мне вот такую вот бабу. Но ею в основном работают по изюбрам, моралам и все прочим. Ну, есть опыт, ребята у него брали именно в обилии, и хорошо в обилии по волку. И причем успешно добывали. Я вот сейчас ее буду использовать. Как раз вот это вот угодье располагается. Вот это все, это балка идет с другого района. И вот здесь вчера мне позвонили, видели волка шатающего. Уже вот 6 часов вечера он уже шатался. Вот сейчас попробую. Может, это из той стаи, которую я разбил. Это буквально вот отсюда, в 5 километрах, я как раз и стрелял. Дело в том, что у меня и план такой был. Именно разбить стаю, сколько можно взять. Вот. А остальных вот так, вот таким способом попробовать. Ну, способ для меня как бы, ну, вобил раньше, но вот именно такой вобой нет. Ну, хочется испытать ее и посмотреть, как это будет выглядеть. Было бы, конечно, интересно, если бы зверь подошел. Ну, посмотрим. На то она и охота. Охота в России, тем более. Ну все, смотрим. Через 8-10 минут повторим. А потом минут через 40. И все, и будем переезжать туда. Еще часик постоим. Будем переезжать в другое место. Больше часу простоял, просмотрел. Волки так и не появились. Начало декабря, видимо, не сезон. Решил прокричать своим духовым манком криком раненого зайца.
Буквально через пару-тройку минут появился шакал на дороге. 156 метров. Опа-на! А это кто? Волчок? Володь, ну я тебя пригласил, вчера волка стрелял. Вот. Вот как раз вот на этом месте, смотри, вот видишь, вот. Вот. Ага. Как раз вот видишь, твоя ферма прямо вот это вот где твоя. А вот там слева ферма Федора, где я этот самый. Как Ага, раз вот. понятно. То есть между вами. И вот здесь я провобил 3 раза. Вот. 40 минут постоял, никто не пришел. Вот. А потом решил поманить криком раненого зайца. Прокричал 3 раза. Смотрю, буквально через 5-7 минут на дорогу выскочил шакал. Представляешь, и бежит по дороге. Я промерил 156 метров. А дорогу-то я не держу во внимании. Потом подвожу на дорогу и нарисовывается волк. Можешь представить? Я его бью, он закрутился. Бью 2 раз, он вроде лег. Отворачиваю на дорогу, чтобы посмотреть, кто там сидит, не сидит. Вот, выключаю запись на камере. Можешь представить? Возвращаюсь назад, а волк уже поднялся и уходит. Я ему вслед еще 2 раза стрельнул. Представляешь? И он ушел. И вот сейчас я тебя специально пригласил посмотреть, что тут у нас. Кровь есть, нет. Но видно, что я думал, что он уже готовый. Представляешь? Я стрелял вот за этими кустиками. Может быть, конечно, расстояние тут где-то 60 метров. Представляешь? Да, не больше. Не больше. Ну вот, видишь, а карабин пристрелен на 100 метров. Может быть, занизил, конечно. Может быть, он так и слинял. Где-то вот здесь вот. Ну вот здесь он и лег. Здесь он и крутился. Ты видишь? Ну, кровит хорошо. Кровит хорошо. Сейчас будем. Ты видишь, что творится? И куда он пошел дальше. И вот он сюда куда-то, и смотрю, он уже пошел через дорогу. Так, перешел через дорогу. И вот где-то вот здесь я. Нашел следы. Вот здесь он полежал. Пошел дальше. Пошел дальше. Здесь прямо кровь с него летела хорошо. Так, дальше куда пошел? Володя вырезает понад камышом и говорит, вроде бы как кровь нашел. А там уже тот волк прошел сюда, который выскочил. Ты поднял волка, что ли? Шумовой волк поднялся, 150 метров. Постоял на меня, посмотрел, я вам звоню, когда звонил. Угу. Он прям стоит на меня, смотрит. Любовались друг другом. И он хух в эту сторону. Куда пошел? Пошел и отсюда сейчас уже вернулся обратно. И, видимо, опять в камыш. Да я вижу его следы, да. Здесь следов. Пойди ко мне. Свежие следы, будь здоров. Да, это крупно, это, наверное, вожак ихний. След, да, там. Приходил Вот, там. вот, смотрите. Пожалуйста. Свежий след, да. И вот он. Отлично. Не, да себе. Волк пошел впереди нас. Здесь он не ткнулся, он здесь лежал, ты его поднял. Вы думаете? Конечно. Не растаяло, он не лежал здесь. Он здесь лежал. Вот он, круглая лёжка, видишь? Он здесь лежал. Или тот его волк поднял, который пробежал. Я думаю, она растаяла, Юрич. Не. Не, он здесь лежал. Он здесь однозначно лежал. Некоторое время лежал. Пусть час-два, но он здесь лежал. Да. Но он здесь лежал. Ты его поднял. И вот он ушел от тебя туда. Скорее всего, зверя загубил. Очень жалко. Зверь крупный, скорее всего, этот.
Это был их вожак, который пришел на вот этот маленький маночек, понимаешь ты? Которым я его позвал вот так вот. Трещится. Чувство зверя не покидало. Володь, ты представляешь? Зверь поднялся от моего манка. Но меня, это он, подранок. Надо найти заход, где он зашел в камыш, и попробовать пойти по следу с собакой. Но последний шансов это. Володя пустил свою собачку. Именно там, где последний раз видели следы с кровью. Может быть, найдет. Собака зашла в том месте, где тюкался зверь. Пытался зайти. Ну, посмотрим, последняя попытка спасти ситуацию. Ну, зайди вот в это место, посмотри, где она стояла. Ты видишь, она голос не подает, хотя должна была, по идее. Стреляй! Молодец ты у меня. Молодец, молодец. Дай. Дай ему, молодец, дай ему, дай. Ай, ты умница, хорошая собака. Хорошая собака, дай ему. Молодец, умница. Ай, хорошая. Что там, Володя? Шакал. Как? Наш стрелянный? Наш стрелянный? Да ты что? Я думал волк. А? Сейчас выносу. Давай, не гадайся, Бетти нашла. Какая красота, мне. Вот так. Да ты что, это наш Вон, лапа. наш волк, который, Да. который волком назывался. Пожалуйста, перебитая лапа. Дай ему. Молодец. Ай, хорошая. Зашлись в камыш. Вернее, запустила как очередной раз собаку. Зашла. Встала. Заподозрил что-то. Думаю, на петуха никто не поднимается. Дальше натравила. Смотрю, как-то вышла и неестественно себя ведет. Не так, как по птице. И уже с ней пошел. Ну, ты ее следом за ней идешь, как бы Подбодрил, поддерживаешь. Да, подбодрил, получается, ее. Слышишь, скуль, тяв, скульнула. Думаю, ну точно не поведение не такое, как по птице. Вот так вот скулила. Она, получается, его настигла. Вот, пожалуйста. Ну, одна боялась. Боялась, да? Схватить, да. А уже с хозяином уже все. Дай. Неужели мы нашли подранка? Нашли. Ты смотри. Ой, молодцы. Вот это вот результат всей охоты. Молодец, Володя. Я хоть не раз так расстроился. Я думал, волк, ты видишь, вроде как бы по всем показал. Близкое расстояние. Близко был. Тот дальше шакал был, а этот близко. Да. И поэтому я ошибся. Ты видишь, какая злоба. Вот Курцхаг, универсальная собака. Учить Вот. дрессировать надо. Вот ты видишь, где он тюкнулся последний раз. Да. Туда запустили, и дело пошло. Да. И вот она его нашла. А ну покажи, ну куда же я ему попал-то дважды. Вот она, правая лапа. Она. Пожалуйста. Да, она раздроблена. Все. Первым выстрелом это все пошло. Второй, видимо, промах был. Но зато. То он и крутился, лежал. Да. Ну, шакал, конечно, красавчик. Красавчик. Так и следы же волка свежие были. Ты ж представляешь, я уже что только не думал, что он уже следом за нами ходит. Оказывается, это другой волк. Это волк-наблюдатель, который это его угодья. Думает, кто тут прилез. А мы вторглись в его владение. А мы вторглись в его владение. Но зато мы знаем, где он находится. Да, ну слава богу, хоть волчок тут живет. Трогать не будем. Буду продолжать вобить и вызывать его на открытое пространство. Зверь добран, все нормально.
забираем и вперед, и домой. Да, Володь, магарыч себя, что я твою собаку научил своим выстрелом подранков искать. Теперь буду приглашать. Спасибо за просмотр, что вы выдержали и посмотрели эту серию до конца. А в следующей серии мы продолжаем кормить, вобить, манить и добывать. Всем добра!